Всем мавы, граждане, с вами Тейвил. Добро пожаловать в мир Грань, где история переплетается с фэнтези и путешествиями во времени. Мы очень много работали над этим эпизодом и будем очень благодарны за поддержку. Лайк, подписка на Легендарий, колокольчик и, самое главное, комментарии. Мы очень любим читать ваши комментарии. Ну а после эпизода приглашаю всех в Дискорд Легендария часочек посидеть, пообщаться с нами, со мной и с игроками. Приятного просмотра! Прошло, не целый год, но ближе к году. Там что-то типа 8 месяцев, может 7 месяцев. Угу. Жанна акклиматизировалась, адаптировалась немножечко больше, по крайней мере, узнала. В школу, я надеюсь, ее не отдавали, чтобы испортить ее сознание. Да, окончательно. Только ее за Википедию. Вы сидели все это время в Цюрихе, сейчас вы вернулись в Шампань. Жанна подтвердила, был такой товарищ, Шарль Валуа, основатель династии Валуа. Он был, по одним сведениям, самым большим лузером в истории. Ну, конечно, он совершенно был не лузером, он, кстати, был дворянином, у него было довольно дохрена всего, у него было свое имение и так далее. А по другим он довольно просто интересная личность. Дело в том, что он был сыном короля, он был братом короля, другого, он был дядей 3 королей и отцом короля, но сам королем не был. А хотел ли? Вот это вы не знаете. Но не то, чтобы вы собираетесь с ним встречаться и вообще видите не в имение Валуа. Все, что вы знаете благодаря информации Болодиса, вашего секретаря, скорее всего, он откопал фибулу изначально в имении Валуа. И последний, кто этим имением владел, была некая женщина по имени Элеонора де Вермандуа. Она похоронена в этом самом Ланконском аббатстве, куда вы сейчас и тёпаете по дорожке, достаточно такой широкой и, я бы сказал, достаточно безопасной. Никаких вам особо проблем не встречалось. Идете вы от самой Луарской долины, так что это уже, с недельку. Вам нужно попасть в это самое Ланконское аббатство и поговорить с призраком этой самой Элеоноры де Вермандуа, потому что есть сведения, якобы там это аббатство было населено призраками. Если уж ее призрак есть... Вопрос, это аббатство сейчас действующее? Оно? Вы четко нормально не знаете, но скорее всего, оно было заброшено после Столетней войны. Ага. Окей, отлично. Оно действующее в 21 веке уже потом. Его Сколько лет прошло с смерти Жанны? 1523, 91 год. Нет, 92 года. Угу. Или 91. 91-92. Пока вот сейчас вы идете, там на горизонте, вы увидите такую сторожевую башенку. На этих башенках обычно сидит кто-нибудь, кто Дозорный. наблюдает, типа дозора за тем, что происходит. А пока вдали вы можете побеседовать о чем-нибудь по дороге. Кому-нибудь из вас доводилось беседовать с призраками? Да, каждый Меня-то день. ты что смотришь? Говорит ворон. То есть никому? Да в этом ничего сложного. Разговариваешь с ними так же, как с обычным человеком, он на тебя Ничего злится. сложнее, чем говорить с французом. Ты неправильно себе ставишь вопрос. С призраками все говорят. С Дамином по утрам. У него нет чувства юмора, он достаточно хреново шутит. Я достаточно холоден в этом Он плане. холодно шутит. Cool story, бро. Будьте аккуратны, потому что, насколько я знаю, некоторые призраки бывают крайне опасные. Я слышал, что некоторые могут голосом завораживать, а некоторые могут даже вселяться в тела живых созданий, вытесняя твою душу. Максим проверяет закрепленный на современном достаточно поясе меч Жанны. Который немножко светится. Орки? Где орки? Да, еще самая важная вещь. Призраков нельзя навредить ему физическим обычным оружием, только магическим. Поэтому, Жанна... Поэтому в случае чего, шеф, мы пускаем вас вперед. Я полагаю, вы... Вы наше магическое оружие. Кольт. В каком-то смысле, на самом деле, магическое оружие здесь у всех, наверное, кроме Жанны. У Жанны есть вера. У меня есть лучше. Divine Smite. Divine Smite. Каланча немножко поближе. Угу. Не Каланча, но башенка, ладно, сторожевая. Дамьен, ты бы не мог бы отправить своего ворона посмотреть, есть ли там дозорный? Поздороваться. Ворон тебе уже сообщил, что дозорный там есть. Я пойду с ним поговорю. Он, собственно, идет вперед. Движемся, но Дамьен движется вперед. Дамьен одет, знаешь, как... Я бы сказал, как, наверное, мещанин или торговец, что-то такое. То есть не слишком вычурно, не слишком бедное. Ты подходишь и первое, что ты слышишь на французском. Чё, все продал? Ну, вроде того. Поднимись, вино есть. О, это хорошее. Друзей своих зови. Давай. Сейчас. Вина много? На вас хватит. А какое? Ля-пу.
Не-не, это название. Дай попробую. Ну, сивуха. Сивуха, пробуй сивуху. А, Жанна попробовала современные вина-то? Ну, они слишком сладкие для нее все. И Даже- слишком, даже и слишком, сухие, и слишком, и классические слишком французские? концентрированные. Их никто водой не разбавлял. Ну, конечно. Помнишь, вино вода? Ладно, сойдет. Он затыкает. У нее по У лестнице меня один забраться. вопрос. Как эта башня вообще связана с аббатством? Никак вообще, она просто по дороге. Просто дозорный, который отвечает за территорию. Где-то километр остался до аббатства, как бы это вот чувак просто, который реально следит за территорией. Но, как вы видите, он не особо заморачивается с слежением. Ну, просто скучно. Здесь Вот просто с ни кем-то хрена не потусить. происходит, это 1523 год. Это где-то там, конечно, начинают потихонечку разгораться религиозные войны, но как бы... Ну, залезаешь наверх, значит, ты видишь, как у него стоит какой-то маленький бочонок там в стороне. Ну, запашок, кстати, от него не очень. Он там довольно сидит, причем жарко, он, естественно, потеет по-черному. А сейчас Поздняя весна, май. день, ночь, вечер, День. жара. 26-27 градусов. Нормально. Ясно. Поднимаешься наверх, да, там, собственно, бочонок, этот товарищ садится, растягивает ноги, откайфовывает и говорит, что там твои-то поднимаются, тут, в принципе, место, ну, если ужаться на всех Ну, хватит. собственно, в этот момент как раз мы подходим как раз с группой, я думаю, к башне. Он наклоняется этот и говорит: парни, тут вино бесплатно выдают. Давайте сюда. Открываю немного коньяка у себя из фляги. Незаметно заливаю туда. Закрываю. Говорю ему: на вот попробуй. У меня осталось немного с последней закупки. Он берет, собственно. Чё-то рисковат. Рисковат, думаешь? По-моему, неплохо. Франция, ты сейчас в любом сортире найдешь цените. Так что... Мы подходим, да, то есть залезаем наверх. Если что, Сисострис выглядит как... Я не залезаю, я присаживаюсь у этого сваи, прислонившись спиной к нему, и достаю свой вейп, замаскированный под трубку. И Видимо, за сигареты тебя где-то год назад напинали. мне просто стало лень. Я окей. пытаюсь бросить. Значит, вести здоровый образ жизни? Удачи тебе с этим, Рэми. А там я нахватался здоровый образ жизни. Пойди. Не надо, ты у нас за здоровый образ жизни. Как бы, Золото. результат налицо. Хорошо, ты, я так понимаю, под нелюдским мороком. Господин Дамьен, я как начальник вашей стражи должен сказать, что мы должны успеть к вечеру добраться до деревни, потому что ваш товар скоропортящийся. Ты не беспокойся, весь товар я уже продал из того, что осталось, не так важно. Но деревня — это хорошая вещь, а Не, я на вашем месте бы дальше пошел. дальше, здесь я слышал какой-то аббас, кажется, может там можешь заночевать? Удачи вам с этим. А что не так? Но сейчас с соседних деревень народ начал убегать. Выбегать? Что там, бандиты объявились какие? Говорят, жмуры поднялись. Жмуры? Это после какой чарки начинают говорить про жмуров? Еще даже не стемнело, а вы уже рассказываете байки. Ну, поговорить с теми, кто сбегает из этих деревень. И говорят, что именно мертвые восстали. Да, разную вещь говорят. Кто-то говорит про мертвых, кто-то говорит про призраков, кто-то говорит про гремлинов, но это немцы. У вас здесь еще и немцы завелись, помимо гремлинов? Да никак вычесать не можем. Бедолаги! И много ли из деревней народу ушло? Ну, где-то 20 на 4 плюс 12. Это он тебе говорит по-французски. Это да, это бесит во французском. Ладно, друг, как тебя зовут? Франсуа. Франсуа, как ты дошел до жизни? Такое, что ты сидишь вот на этой башне, вот в этом захолустье. Здесь же поди, толком ничего такого не происходит даже. Тебя подтягивает так. Ничего, в поле, что ли, походить? Да какое поле? Иди охранять что-нибудь более полезное. Чё? Ну, где денег больше дают? Где взятки можно брать, он имеет в виду. Ну, я в город хотел податься. Ну так водайся. Ну так Что Там делать? У меня там никого нет. Мы сейчас ему бизнес-тренинг проведем. Лайф-коучи такие собрались. Давай, ты можешь. Ты сам-то видел мертвых? Нет кэш. Ну, А, то есть это все рассказы. Ну да, что тут делать, кроме как вино пить? Вы немножечко все-таки еще проводите с ним время, потому что он, кстати, вас угостил. Ну, в общем, удачи тебе охранять этот... Он только оборачивается. Лес. Прощайтесь с ним, и уже на относительно безопасном расстоянии от него можете обсудить, собственно, что он вам сказал.
Да он толком ничего и не Ну сказал. что ж, если нет, это он сказал. По нашим сведениям, мертвецы и призраки обитали именно в Аббас. А тут получается, что, ну, как он говорит, по байкам, конечно, крестьянам, конечно, не стоит доверять. Ладно. Ну, мертвецы так мертвецы, разберемся и с ними. Если там есть мертвецы, то это уже значит, там больше сосредоточения магии. Возможно, там завелся, я не знаю, как этот. У нас это... Енот-некромант. Кто? Как он называет? Это хорошая версия, мне нравится. Я тебе дам как-нибудь. Авангард, пойдем искать енота. Я тебе дам как-нибудь послушать эту песню. Она правда на русском? Я знаю русский. Я по-русски тебе говорю. Я знаю русский. Меня же русские откопали. Тогда послушай, песня называется «Енот-некромант». Это не как монастырь, в котором вы ночевали Который мы год сожгли. назад, который в этом сожгли нафиг, да. Собственно. Ты с удовольствием сожгла, это ты была инициатором вообще. Он хорошо горел. Да, отлично горел. Он поменьше, он поменьше, скорее где-то, знаете, ну, я не знаю, ну, квадратов там 100, вся территория на самом деле. Просто закрытые большие такие деревянные ворота. Паутина на окнах, в некоторых местах камни поотваливались, но вроде строение в целом, каркас цел. Да, растения начали прорастать. Там, в принципе, это Франция, здесь довольно быстро все эти вьюнок нарастает на зданиях. Как бы оно выглядит заброшенным, но оно не выглядит haunted. Угу. Угу. Собственно, Дамьен говорит авангарду. Глянь, там есть места в тени. А я, собственно, Шаум отправляю, чтобы, ну, как бы авангард сверху, получается, а Шаум, типа, снизу. Рядом несколько деревьев растут. Старые яблони, которые уже больше не плодоносят. Они сейчас, ну, как бы, скорее всего, не будут плодоносить. Но они цветут сейчас все равно. Вот. И запах от них распространяется довольно широко. Вот, знаешь, такой свеженький. Какого противного, страшного здесь особо нет. Там можно, если что, сесть на привал, если вы захотите. Нету такого ощущения, что здесь кто-либо, кроме животных, когда-то последние хотя бы, там, не знаю, 2 недели был. Так что... Ну что ж, тогда Шаум, посмотри, что там внутри. Шаум, собственно, заползает внутрь. Я кулаком стучу по воротам. Эй, есть кто? Я просто смотрю, есть ли здесь место, где можно перелезть. Гулким звуком, собственно, ты делаешь несколько вот этих вот стуков резких. Немножко эхо куда-то внутрь раздается. Шаум такой: что вы там творите? Да, не волнуйся, это Реми. Одна из петель сорвана, и если хорошенько долбануть, дверь упадет. Одна из. Ну, я хочу распетлить вторую петлю, чтобы она просто грохнулась, чтобы мне не приходилось делать физических усилий. Не особо напрягаешься, хорошо. Инструменты. 21. Сразу, знаете, такой очень сильный запах затхлой сырости вам прям в ноздри влетает всем до единого. Очень неприятное, на самом деле, ощущение. Вы видите внутри все, опять же, в паутине, как-то тоже мрачно, висят факела, которые никто не зажигал много-много лет. Некоторые там давным-давно уже подсгнило дерево. Запах и сырости. Реми такой: домом запахло. И Дамьен такой притонами, да? Кажется, здесь никого нет. Шаум ничего особо не успел увидеть, кроме этих самых пейзажей. Просто знаете, что это выглядит как один длинный коридор до конца здания. Да как это монастырь, много келей маленьких по дороге. И дальше идет какое-то одно большое, видимо, помещение. Наверное, там, собственно, алтарь уже, там молельня. Темно, темно здесь? Да, никакого света не проникает. Максим включает налобный фонарик. Ну, значит, идемте во двор и ждем там до ночи, потому что сейчас призрак явно не появится. Я предлагаю пока зачистить помещение, От чего? От сырости? убедиться, что здесь никого нет. Но... Здесь Дамьен прикладывает руки и громко кричит: «Здесь есть кто-нибудь?» Какой-нибудь ответ есть? 0 реакции. Он поворачивается. Здесь никого нет. А по поводу очистить от сырости у нас с Жанном, поэтому эксперт. В паре келей вы нашли на самом деле кости. От чего умерли? Ну, медицин-чек, ты Понятное пытаешься исследовать, как это все выглядит. 22. Насильственной смерти никакой нету, нигде ничего не перебито. Скорее всего, от голода. Если где-то на скелетах или рядом со скелетами есть какое-то оружие, я выношу его в коридор и закидываю в пустые кельи, закрываю за ними дверь. И ты, вопрос. Оружия не было. Заявка. Я ищу здесь либо крипту, либо, если есть тут кладбище отдельное, в общем, места захоронения. Когда вы заходите в алтарную комнату,
куда, собственно, если что, монастырь женский. Куда Какое все- совпадение. Мы любим сжигать женскую монастырь. Наша специализация. Да, это наша специализация как раз. Ну, куда они все ходили молиться, там, трапезничать, иногда даже не так много места. Хотя трапезничали чаще на утро. Средних размеров помещения с алтарем. Потолок здесь немножко повыше. Видимо, везде в остальных местах есть что-то типа мансарды. Здесь вместо мансарды просто сразу потолок. Это когда-то было святым местом. Для тебя отдельно замечу, оно не было осквернено. Есть чем заняться. Да. Но оно заброшено. При входе хотела сразу Divine Sense. Ты не чувствуешь присутствия какой-либо нежити в 60 футах от тебя. Здесь довольно спокойно. Единственное, что ты замечаешь, то, что здесь есть, кроме алтаря самого, еще выход куда-то, который вы, когда обходили, особо не замечали. Ты, так что по поводу крипты? Непосредственно пока что вы никакой крипты не нашли, но у тебя есть подозрение, что за этой самой дверью, возможно, есть скрытый внутренний дворик. Тогда я туда и иду. Дверь там закрыта на защелку а-ля вот такую вот. Задвигаешь, Тогда просто... дергаешь, и она в труху разваливается, да, потому что она из сгнившего давным-давно дерева. Ну ладно. Дверь с мерзотнейшим скрипом просто открывается. Не очень высокий заборчик, Мгм. который огораживает что-то типа заднего дворика. Мгм. Там есть вход в некое подобие крипты и одинокое дерево с желтой листвой. В конце мая. В конце мая, да. Дерево ясень, если что. Беглым взглядом Дамьен пробегается по дереву, после чего направляется ко входу в крипту. На ней что-то есть, написано, какие-нибудь подписи. Все стерлось, если что-то там было. Там какая-то латынь там есть, но подстерто все. Хорошая заброшка. А дверь... Как его зовут в крипту? Заперта? Ну, собственно, Дамьен пробует ее открыть. Там скорее нужно плиту поднимать, чем именно Горизонтально. горизонтальный вход в крипту. Считай, собственно, подпол такой. Собственно, он подходит, смотрит. Шеф! А что с этим деревом, Дамьен? Ты чувствуешь какую-то магию? Шеф, дерево очень замечательное, но мое магическое чутье подсказывает мне, что нам вот туда он указывает на плиту. Это правда. Поскольку вы главный мозг нашей партии, потрудитесь поднять вот эту плиту. Придумать, как ее поднять. Потрудитесь придумать, как ее поднять. Не-не-не, придумать я уже знаю, вы поднимите ее просто. Нет, подожди. Что это за дерево? Почему, что за магия в нем? Ну что, кто готов детектить магию? Ты ритуал-кастер. Да я и знаю. Ну, Кай. Дамьен садится и начинает что-то чертить. Вокруг дерева ходит. Вы, в принципе, видели это? Потому что я просто не помню, чтобы Дамьен часто детектил магию, но... Я ее вообще ни разу В не детектил его при них. случае это происходит как зрачки, вообще не зрачки, белки глаз, ну, немножечко сине-фиолетовыми становятся, едва-едва заметно. Закидывается спайсом. Нет, когда спайсово они просто синие, а тут сине-фиолетовые. У тебя начинает немножко меняться зрение, ты ищешь глазами, собственно, потоки магической энергии, так называемые линии лей. Линии лей у нас работают по следующему принципу. Они как реки, у которых есть, собственно, своя акватория. Мгм. Это называется магическим полем. Поле здесь магическое немножечко выше обычного. Немножечко, совсем чуть-чуть. В дерево есть маленький ручеек такой линии лей. Отросток прямо идет вот посередине его ствола, откуда-то снизу. Под землю сильно глубоко ты видеть не можешь. Там есть лимиты вот этой магии. Тип магии. Некроманси. Мгм. Я смотрю еще одну вещь. Здесь вокруг есть еще мертвые деревья. Нет, здесь одно единственное дерево растет. Только одно, и вот это. Поток идет только И от травы реки там к тоже дереву, никакой а от нет. дерева никуда больше не видно. Это дерево никаких... Вопрос, этот поток идет от дерева вниз? Или... Он из-под дерева идет, в дереве он кончается. то есть он наоборот... Он идет снизу вверх. Ага. Дерево на голой земле стоит? Или там трава какая-то хоть растет? Ну, трава растет какая-то, она тоже такая желтенькая, пожухленькая. А есть какой-то радиус вот этой пожухлости, как градиент пожухлости? Ну, весь от внутренний дерева? двор, весь внутренний двор, Всё просто в любом осквернено. случае там довольно маленький. Дерево само по себе, оно выглядит просто как осеннее, или оно, то есть оно больное какое-то, оно выглядит, Nature-чек, ты не так уж хорошо разбираешься в деревьях, как ты разбираешься в ядерной физике. Ну, кстати говоря, я знаю, по идее... Да, у тебя дача, наверное, есть. Не, у меня нулевой nature, но я все равно попробую кинуть. это 1 хрен 5. Так что, Натуральные единицы, слава богу. у меня 2. Так что, Ты не Красавчики. можешь понять, оно умирает или не умирает, как бы ты не так хорошо разбираешься в деревьях, но оно как бы осеннее дерево в весеннем сетапе, в твоем понимании. Буквально за забором цветут яблони.
Я чувствую, что кто-то здесь устраивает коктейль из деревьев. И этот кто-то находится внизу. Я чувствую, что и этот монастырь нам придется сжечь. Заранее, Дамьена, скажи мне, что за магия? Как вы полагаете, какая магия может обитать в заброшенном монастыре, где проходят слухи о блуждающей нежити? Ну, я предполагаю, это... Иллюзия. Конечно же, иллюзия. Нет, может быть, магия, Всегда которая иллюзия. вырвалась из рек Стикса. Вы подозрительно догадливы, мой Так, дорогой надевай друг, маску. но это некромантия. Да, кстати, надевай маску. А, блин. Да. Да! Да! He's back! А сейчас вы будете наблюдать, что происходит, когда Пирос путает греческих и египетских, уже, можно сказать, мифологию. Он должен надеть вот такую хрень и сидеть в ней какое-то время. Отлично. Поправь тебя, Висюлька. Я требую инспирейшн за этот кэч просто. Шеф, вы изменились за это лето? Да, у меня возникли проблемы с ленинизмом. С марксизмом-ленинизмом. Марксизмом, эллинизмом. Марксизм, ленинизм, да. Итак, собственно, я говорю всем, боевая готовность полная. Мечи из ножен. И я проверяю еще и пистолет, который у меня. Today I feel like топор, потому что дерево в любом случае придется срубить. И из моего звуковой отвертки вырастает такой немножко призрачный, частично техногенный двуручный топор. Двуручный топор. Окей. Такой я- танский. Я заодно проверяю, собственно, сам пистолет. Окей. Ну все. А Дамьен просто синячки не После того, как все подготовились. Кстати, Дамьен, может, Мage Armor? Хорошая мысль. Ну, хотя Наваливаюсь. спит все время. Наваливаешься, чтобы ее приподнять, эту самую плиту, сдвинуть. Хорошо, давай. Ну, до хрена. 26. Ты наваливаешься на эту плиту всей своей силой, туда включаешь, так сказать, плечи, потом спину, потом ноги, а вообще не двигается. Кажется, она немножко тяжелее, чем мы думали. Максим. Я на что отхожу в сторону. Я достаю взрывчатку. Ну да. Максим, требуется ли мне проковырять там щели для того, чтобы взрывчатка... Нет, не надо. Не надо, она липкая. Это долго все происходит? Не, достаточно быстро. Ну, типа 5 минут. Меньше. Это минуту занимает, не больше. Да, я закладываю два заряда там, где, мне кажется, будут weak points у двери. Связываю их шнуром, вставляю детонатор. Они направлены в сторону двери, они сфокусированы, но назад нужно метров на 20 точно отойти. Ну, мы в монастырь зайдем. За стену. Я говорю всем, отходим. Мы, собственно, все заходим за стены. Жанна. Да, ты видишь Сейчас будут взрывать монастырь. такие Что вот... за 4 ты не знаешь. Ну зато теперь ты его увидишь. Может быть, Жанна играет в контрол. Скорее в Мартхау. Мартхау. Мартхау-то да. Я всё не так было, на откидываю самом деле, колпачок детонатора, собственно, удаленного. Все готовы? Прикройте уши. Я показываю. Я воздеваю руки. For the glory of Satan, of course. Она закрыла уши и не слышала этого. Открываете дверь, которая изнутри обгоревшая. Кто первый выглядывает? Дамьен, он успел. Хорошо, Дамьен, значит, выглядывает, и ты видишь следующую картину. Пыль, естественно, немножко дыма должно быть там. Да, естественно, там с ударной волной там пыль подняло, естественно. Запах чудесный. Как выглядит, собственно, горизонтальная эта самая плита? Обычно она, типа, знаете, такая каемочка у нее. И, собственно, основная плита, которую нужно двигать. Каемочку разнесло, плита на месте. Вообще ничего с ней не произошло. Первое же, что ты увидел, с твоим особенно умением, так сказать, заходить в комнату и понимать, что происходит, ты понимаешь, что каемочка, вот эти вот куски мрамора, да, выложились в слово «оферетур». Что означает? Прочь на латыни. Дамьен идет туда, ближе. Дамьен туда Видя заходит. это слово, Реми морщится и идет рубить дерево. Окей. Дамьен просто подходит к этому слову, подходит к плите, присаживается на плиту, стучит в нее.
Есть разговор. Тишина. Миледи Леонора, верно? Тишина становится гробовой. Если вы соизволите переговорить со мной, я буду вам должен, выполню некую просьбу. От него зависит судьба Франции. Мгм. Ну, я пока тогда hold this, если мы ощущаем какие-то эффекты от этого обращения. А вы видите, как небо немножко затягивает тучами над вами. Прям достаточно стремительно. Дамьен так смотрит на меня. Это мрачный знак, а значит, это хороший знак. Кажется, она недовольна. Солнце закрывается, и вы видите, как в месте, где раньше прям были прямые лучи, теперь они закрыты, оформляется некая призрачная фигура. Дамьен поднимается. Женская в монашеских одеяниях. Дамьен смотрит на эту фигуру, и он пытается понять, насколько она похожа, вот, знаешь, на то, как обычно призраков изображают. Ты никогда раньше не видел призраков. Это, ну, действительно, просто, знаешь, как, я не знаю, взял какими-то эффектами на видео, ты сделал человека прозрачным. Не тянет делаю это? скан. Тянет. Еще как. Я это делаю, значит, вот это. Ты видишь Анде, да? Просто я подумал, может быть, это голограмма. Нет, это не технология, это чистая абсолютно магия. Дамьен делает легкий поклон. Кто вы такие? Добрые самаритяне и путники, которые решили зайти в этот монастырь и неожиданно обнаружили здесь, ну, скажем так, вас. Почините. Плиту? Ответьте на вопросы для начала, милейшая. Шеф, не ставьте условий. Вы приходите в мой дом. Вы разносите мое место погребения. И вы еще требуете каких-то ответов. Не обращайте на него внимания. Этот человек не здешних мест, он не сведущ ни в этике, он вообще не Вы дворянин. слишком много говорите. Вы собираетесь срубить мое дерево. Стою, облокотившись на топор и на дерево немножко. Он такой... Пока Убери нет. топор. Они это ненавидят. Вы сорвали мое место погребения. Технически нет. А вы, в принципе, Оно, окей. Ну, оно ладно. живо. В смысле, оно не У вас с вами, у уничтожено. меня нету никаких проблем. Говорит, если вы уйдете, то останетесь в живых. Миледи, если мы починим ваше место погребения, мы сможем просто поговорить после этого? У вас есть день. И она растворяется снова. Тучи начинают, собственно, распускаться. Вы заметили корреляцию кое-чего, чего вы о нежити никогда особо не знали, по крайней мере, о призраках. Ее видно только когда либо тусклый свет, либо света нет. Было. Как только облачка растянулись, она как будто растворилась в воздухе. Я именно поэтому и спрашивал авангарда про тени. Это все неправильно. Она оскверняет эту землю. Правильно, неправильно. В первую очередь информация нам нужна. Да, это правильно. Все остальное сейчас вторично. Нет, это тоже правильно. Я пробую найти два подходящих друг другу камня и сделать на них менд. Да, а в таком случае ты видишь, как оно начинает... То есть там останется трещина, она будет видная. Но... Можно несколько итераций. Ты знаешь, нет, ну когда ты склеиваешь разбитую чашку, она все равно где-то видно какие-то моменты. Магия. Вот это такая магия. Тут, простите, тоже не чашечка, а плита, мать ее. Максим, штукатурки не найдется? Я похож на Икею. Какие-то осколки разлетелись слишком далеко, ты их не нашел, вот. Я хочу подняться на стену. На маленький заборчик? Я хочу посмотреть, насколько далеко распространяется эта скверна вокруг. Она заканчивается ровно за этим заборчиком. Я говорю, прямо за забором цветут яблони. Идет процесс пока починки, это довольно долго. Собственно, Жанна. Души не должны оставаться на земле Они после их должны смерти. забрать в небес. Они должны отправляться на небеса. Ну или... Или в адское пекло, конечно же, Конечно. если они этого заслуживают. Она не должна находиться Существовать. среди живых И людей. скверна, которая распространяет это место, она меня смущает. Я предлагаю спуститься и посмотреть, что является источником этой скверны, и уничтожить это.
А вы не знаете никаких ритуалов сдерживания и пытки душ? Не сталкивалась. Пытать души, это звучит очень страшно. Сатана бы это делал. Такой сестрец, И наверное. скорее всего, еретически. Ну, я помните, из каких времен? У нас это считалось нормально. Про Египет особо, кстати, не знали в 15 веке. Не, Египтология начала вот возрождаться в прошел, я 19 же с веке. ней... Ну да. Да и это- вообще заниматься подобными вещами, это тоже ересь. Какими? Разговаривать с мертвыми. Ну, мы... Это не богоугодно. Да, но помните, что в моей культуре и религии разговаривать с мертвыми это нормально. Просто они должны потом быть упокоены. Пока вы это Окончательно. обсуждаете, пока у вас идет теологический спор, вы двое, то вы знаете, почему встают души. Основная причина — это они что-то не доделали, или они за что-то должны отомстить. Мендя, я задумываюсь. Дамьян, а мы точно уверены, что это то, что мы должны были починить? Нет, может быть. Надо ее спросить, на самом деле. Снова стучу. Ты замендил? Ну, я замендил половину. Да, на мендинг ушло там какое-то время. Но один каст, 1 минута. Ну, это понятно. Ну, я стучу, и знаешь, так, не дожидаясь какого-то ответа, каких-то знаков. Извините, господин заказчик, все вас устраивает? Цвет, может быть, поменять или что-то иное? Ну, не знаю, могу сделать инкрустацию. Инкрустрацию. Фрустрацию. Нет ответа. Окей. Отряд. Продолжаем. Готовимся спуститься вниз. Будем, ну, Максим стоит, смотрит на это в полной боевой готовности все это время. Босс, мы готовы спуститься вниз в тот же момент, как вы придумаете, как открыть эту плиту. Я делаю еще раз Detect Magic, и я рассматриваю эту плиту и пытаюсь понять. Чувствуешь там мендинг? Ну, ты чувствуешь там мендинг, но ты, в принципе, чувствуешь... Скажи мне, пожалуйста, Arcane Lock — это какая школа? Abjuration. Ты чувствуешь Abjuration. Я наклоняюсь, смотря на это все, наклоняюсь к плите, говорю... Дер пароль! Ничего не происходит. Максим, мы во Франции, не в Германии. я как понимаю, эта плита защищена магией, раз ее не смогу. Да, вы понимаете, что плита защищена магией. Вы сможете снять заклинание? Третий круг, сэр. Но мы можем взять лопаты и обкопать вокруг. Это плохой план. Я могу попробовать, ну, не знаю, замендить надписи, попробовать их как-то восстановить. Я боюсь, что нет, это целая большая... Ну, как бы, я не знаю, археологических заклинаний не существует, а так это целая большая работа, Но которую их ты не стоило бы обучен. изобрести. Ну, вот подумай об этом на досуге. Найди археологов грани, попробуйте что-нибудь сотворить. Но сейчас, к сожалению, нет, надписи не восстановить. А вопрос, если вот я сейчас возьму магический меч и попытаюсь просто ударить по этой плите? Ты знаешь, эффект, как будто ты мечом бьешь по камню. Угу. То есть это магия на магию. то есть Магия так. на магию. Ну ладно, доклеиваем. Реми, тебе помочь? Нет, сам уже справлюсь. Хорошо, тогда я просто понаблюдаю. Пока вы, собственно, дочиниваете, во-первых, хотелось бы, наверное, поесть. Ну, мы привал пока это делаем. Есть, тут есть яблочный вот этот маленький садочек, рядом в котором можно в тени посидеть. Я не буду там есть. Окей, ну яблоневый садочек не находится в... Да я рад. Хорошо. Нет. К вам потом Логично, что змеи присоединяется. не любят яблоки. Змеи обычно предлагают яблоки. Окей. Да. Делаете привал, отдыхаете, вам засчитывается шорт-рест. Потихонечку начинает, ну, знаете, где-то к 5-6 часам вечера. Солнце все еще есть, оно потихонечку начинает заходить. Ем сухпайок, прислонившись спиной к этому самому дереву, и жду, когда, может быть, с него что-то мне упадет на голову. В остальном zero ideas. Ну что ж, я осмотрю пока более подробно, может быть, монастырские помещения, может, что-то найду там связанное. Ну, алтарный зал. Ну да, хоть что-то найду. Ты находишь в основном куча отсыревших, испортившихся, но, возможно, очень красивых, когда они были целые, фресок. Угу. Но больше ничего особо. То есть мало того, что ее забросили, ее явно разграбили. Даже чаши здесь найти не можешь, даже какой-то обычный, не серебряный, не золотой, просто все разграбили. Но не сквернили. Ну, никаких там помещений вот, там, для хранения, может, свитков. Нет, ничего. Я сижу на этой плите. Я иду, на самом деле, с ними, потому что эти двое о себе позаботятся, А эти не смогут, а эти да? не факт. Не, ну туда, там могут, может быть... Всем этим ожидательным и неожидательным
вы занимаетесь примерно до ночи. Больше ничего здесь особенного нету. Вы отлично понимаете, что вы здесь. Просто заброшка. Просто заброс. Вы больше ничего здесь не найдете. Вам нужно как-то связаться с этим призраком. Единственное, что вы знаете. То есть мы замедлили, отдохнули, ничего не происходит. Ничего не происходит. Разминаю поясницу, спину и после классического мендинга начинаю мендорф вниз. Молдорф, в смысле. Молдорф, да. Выбираешь 5-футовый куб под собой, и ты, так я понимаю, просто... Майнкрафт. Ну да. Какая жесть. На протяжении часа оно будет превращаться в воздух. Нет, оно перемещается. Оно Ну, то перемещается. есть я достаю Реально, кубы один начинают. 5-футовый куб, да, перемещаю его куда-то в сторону. Ну, и расширяю немножко постепенно. Как там theme-сонг Майнкрафта звучит? We are the dwarf and the digging a hole. Ну, то есть я примерно представляю, вот куда из этого вот спуска должна уходить крипта. Под монастырь. Под монастырь, да. Тогда я делаю это не с стороны дальней от монастыря, а сбоку. То есть я подкапываюсь вот параллельно этому потенциальному спуску. Хочешь, грубо говоря, попытаться в коридор вкопаться. Ну, сначала чуть-чуть расчистить, чтобы могли спуститься под плиту, а потом смотреть, что там стена, не стена, могу ли я туда пробиться, не могу. Там стена, но то, что глубоко под землей, оно уже как-то повреждено, и через него можно вообще пробиться. Если... Окей. Ну, я докапываюсь до вот этого, собственно, пейзажа и говорю: эй, ребят, ну вот, типа, есть такой вариант. Нормальные герои всегда идут в Ну, обход. собственно, я как раз открою глаза после молитвы Анубису, который мне ничего не ответил, как обычно. Ты обставлен несколькими 5-футовыми кубами земли. Да, и я такой, знаешь, смотрю на это, знаешь, вот на эту ступеньку, которую ты сделал из 5-футовых кубов. Ну да, и у нас есть два веселых мага, это такая вообще локальная отсылка. После, не обращайте внимания, Рэми просто к себе домой на Альбион пытался прокопаться. Ну что ж. Туннель под Ла-Маншем копал! Ну что, вы вваливаетесь в крипту через Пролом в стене. прокопанный, да, тоннель в стиле Майнкрафта, знаете, там алмазная кирка где-то в стороне лежит, и забираетесь в... Ну как, вам нужно было пробить стену, вы пробили стену. Вы кидаете все констасейв, потому что такую вонь вы еще не чувствовали. Ух ты ж. Мне кажется, я Даже в чувствовал. лондонских пабах. Вообще-то Даже в лондонских пабах. мы чувствовали. Нет, это еще более вонь, чем та. О, Я сегодня в ударе, у меня единица на кубе. У кого выше 12, короче? Альянс. Та сторона. Альянс победил. Синяя сторона медали. Находитесь в состоянии poison, пока вы чувствуете этот запах. Максим, есть респираторы? Вообще говоря, у нас должны быть с тобой как минимум маски. Маски у вас есть. а может у меня быть, кстати, реально противогаз? Все, у меня есть респиратор. У тебя есть респиратор, замечательно. Рэми надевает респиратор. Тебе, к сожалению, ничего нету, я так понимаю. А у меня может терпеть. быть этот, Ну, может, коньячком занюхать. противогаз? Не который советский, вот эта вот здоровенная дура, а небольшой противогаз, который... Для того, чтобы интегрировать это в игру на этом этапе, нужна карточка. Который у меня нет. Ну, хотя бы какой-то марлю, чтобы немножко дышалось легче, но состояние поздно остается. А я шарф просто наматываю на Проклятие. лицо. Здесь как будто никто не бывал Копить. несколько сотен лет. Как будто кто-то здесь умер! Да. Чего оно так воняет до сих пор? Оно закрыто было. Оно было закрыто и запечатано магией. Ну, вот действительно это газ какой-то. Видит из вас только Сисострис. Только у него есть Dark Vision, ты надеваешь... Хорошо, фонарик свой. Спуск вниз, лестница, которая ведет явно в какой-то зал. Угу. Строим все боевой порядок. Выстраиваете боевой порядок по одному, потому что здесь 5-футовая ширина. Потихонечку спускаетесь по лестнице. Аккуратно. Эхом раздаются ваши шаги, даже если вы идете довольно тихо, какой-то звук есть все-таки. Я знаю, что в наше время в таких могильниках устанавливали ловушки. Спускаетесь вниз, осматриваете, ловушек никаких не видите, Perception активен и так далее. Где-то далеко внизу, куда вы идете, какой-то, спор. Пор? Кто-то спорит голосом, довольно громко. Я прислушиваюсь. На французском. О чем спор? Давай мы не будем по словам, потому что четко ты не разбираешь, но явно кто-то меряется, так сказать, своими достоинствами. С кем? Друг с другом. Ну, это два разных голоса. 3 мужских голоса. Можно как бы по стелсу, не знаю, мы типа идем в том направлении. Я кричу: начальница, принимайте работу! Выходите! Кто там рядом с ним? Максим, Я. ударь его, ты сзади него.
Я мог успеть среагировать и попытаться закрыть ему рот, когда он только сделал так. Ну, киньте инициативу, я уверен, что не успеешь. Ты с дизой, потому что ты не ожидал этого. Да, Уже да. с дизой. Эхом раздается крик Реми на французском, я так понимаю. Ну, он достаточно на таком ломаном. Ну, ломаном, естественно. Ну, блин, ну а как, типа? Начальница! Как ты что, не на Амьен ломаном к это нему сделаешь? поворачивается и говорит, не начальница, а миледи. Миледи! Так вот, наши сестры просто даже не оборачиваются. такой. Констанция. Хорошо, значит, голоса смолкают. То есть, подожди, и такой сестры, боги испытывают меня, боги испытывают меня. Вы, если что, когда спустились вниз, у вас немножко коридоры и заглушенная типа дверь. Сквозь дверь проходит какой-то призрак. При этом, когда он попадает в свет фонаря, и он начинает, ну и он немножко хуже видно становится. А он нормально себя чувствует в свете фонаря? Он сильно прозрачнее становится, вы его едва видите, вы видите такие, знаете, очертания, силуэт, контур, как в фотошопе, знаешь, что один пиксель. Что за шум здесь происходит? Прошу прощения за вторжение, но мы искали миледи Элеонор. Берите это ослепляющий свет. Максим, бери свет. Мгм. Теперь вы ни хера не видите. Не, я могу регулировать яркость. Все, хорошо. Значит, повторите, что вы сказали. Мы ищем миледи Элеонор. Она говорила с нами на поверхности, сказала, что мы сможем с ней переговорить, и так и не явилась. Скажем, ставит такую позу, закладывая руки, короче, за спину, немножечко выдвигая, так сказать, выпячивая грудь, и такой говорит: все, что вы хотите сказать моей супруге, вы можете сказать мне. Вы лорд... Позвольте узнать ваше полное имя. Готфри Хайнаутский. Я пытаюсь вспомнить, знаю ли я что-нибудь про Гутфри. Кидай. 17. Когда ты изучал Элеонору де Вермундуа перед всем этим, ты узнал о ней довольно важные факты. То, что до где-то 28-27 лет, что-то типа того, она уже потеряла 3 мужей. Угу. Один умер в подготовке к путешествию в Палестину, паломничество. Один умер в крестовом походе во втором. И один умер в осаде локальной. А потом она еще вышла замуж за еще одного человека, но потеряла дочь, и их брак был аннулирован через какое-то время, потому что она не могла отдать ему детей. И Готфрид является которым? Готфри является ее первым мужем. Задумывается и говорит, а позвольте узнать, те двое, с кем вы спорили, там это, и называю имена двух. Это Уильям Неверский и Мэтью Баланский. Короче, Готфри, Уильям, Мэтью. Угу. Заходите, у нас есть тут важный спор, который нужно разрешить. Нам не хватает 4-го человека. Ну или 9-го. И уходит обратно внутрь. В твои времена было известно, что то ли в Аме, то ли в Месопотамии где-то давным-давно изобрели магические факела. Что они делают? Они освещают, но не рассеивают какие-то магические эффекты, которые рассеиваются от света. Да. Маленький импульс в эти факела, они здесь ведут по сторонам. Любой магический импульс, кантрип и так далее их зажигает. Окей, я просто это быстро делал по кантрипу в одну и вторую сторону. Угу. Хорошо, значит, потихонечку зажигаются эти факела, и вы такой, видите... это наши технологии магические. Это ваша магия. Технологии это не про вас. Магия — это наука. Свет зажигается, вы видите 3 мужчин в броне. Все 3 в хуберках таких, знаете, кольчуга с всякими тканями еще наверху. То есть совсем в темноте их не видно. Совсем в темноте. Ты ни хера не видишь. Я вижу их. Ну то есть они сами по себе не Они светятся. сами не светятся, да. Это не Каспер. Ну вдруг. И видно, что вот остальные 2, Уильям и Мэтью, они продолжают спорить. Один говорит, типа, что дорогие подарки. Другой говорит, нет, просто ее нужно было оставить в покое. Вообще никак не могут прийти к чему-то. Господа, я как понимаю, спор о том, кто из вас лучший муж? Дайте карту этому человеку. Ну да, в общем, Готфри говорит, спор абсолютно бесполезный, очевидно, это я, но они никак не могут с этим согласиться. Сделайте что-нибудь с этим. Сделать с чем? С тем, чтобы они согласились с вами или... Другой говорит, нет, я хочу, чтобы они согласились со мной. Господа, это все замечательно. Мы хотели бы поговорить с миледи Элеонор. Да, с вашей супругой. С вашей супругой. Also, я знаю, как разрешить этот спор. Вы все здесь одинаково никчемные! Я хороший муж. Они нападают. Ты это произносишь? Нет, конечно! Издеваешься? Вот. Неважно, пока мы здесь это не разрешим, дальше вы не пройдете. А почему, разрешите поинтересоваться, вы до сих пор не упокоены?
Говорит, Потому что Леонора при жизни не могла определиться. когда мы поймем, кто из нас был лучшим, а кто был соплей, говорит он, тогда мы обретем покой. Как насчет того, чтобы спросить ее саму? Думаете, она с нами общается? почему На она то с вами есть не причины, общается? чтобы она с вами не общалась? Он показывает на стену, которая полностью покрыта, короче, обжурейшн магией. Ни мы, никто здесь пройти. Тараканы не могут проползти. Ну, тогда вопрос в другом. Почему вы, достойные рыцари, мужи, спорите? Это же всего лишь женщина. Как бы. В чем проблема? Ты бы знал, какие земли к ней прилагаются. Но ведь сейчас-то вы эти земли уже не получите. Важно то, что было при жизни, а не то, о чем мы здесь спорим. Но спор должен быть разрешен. Подхожу к двери, которая залочена магией. И вообще мне плевать на магию. Я царапаю комната невесты. Хорошо. Это наше проклятие. Мы не можем, пока мы не разрешим спор, мы не будем покойны, говорит он. Нам нужен кто-то, кто его разрешит. А вы умеете снимать проклятие? Meanwhile, я достаю из бэкпака несколько пустых листов, рисую на них 1, 2, 3, 4, 5 и распределяю по команде. Итак, садимся. Жюри готовы. Расскажите о себе. Что ли? Да-да-да, на сцену. Они начинают одновременно что-то галдеть. По очереди, господа. Входите в Готфри, центр давайте света, с вас. то есть в круг света, и рассказывайте. Дамьен будет нашим ведущим. Готфри такой говорит. Я в достаточно преклонном возрасте женился на Элеоноре. Тогда она ничего из себя не представляла особо. У нее не было ни земель, она была только там 4-м ребенком в семье. Мне за нее дали очень небольшое приданое. Но я мог ей обеспечить все, что угодно. Сукно заморское, сколько угодно. Фрукты Брак по расчету. диковинные, говорит он. Не проблема. Икра кабачковая. Заморская Да-да-да, икра, баклажанная. А она уже отдала мне свою невинность и, возможно, дала бы детей, если бы я не умер. А почему вы выбрали именно ее, если вы говорите, у нее тогда ничего не было? Да. Выбрал, говорит он, не я, был в моем роду еще более старший. Ну, он умер довольно быстро после нашей свадьбы, и Хайнаут перешел мне. Мгм, то есть он решил это, или вы это специально сделали? У нас не было наследников в роду. Отлично. Так, следующий. Не, подожди, а давайте сделаем несколько конкурсов. Тамада, змей! Яблочко. Сесострис такой говорит. Так найдите бутылку и карандаш. Давай, Это давай. Максим должен знать такой конкурс. Давай. Он говорит, в мое время достоинства мужчины определялись его умением сражаться. Мы призраки. Ну, сразитесь со мной. Инициатива. Ну, в смысле, 1-1. Да, 1-1. Ну хотя бы дослушали. Так, хорошо, а сколько у тебя? 2. Ну, там выше. Достает призрачный, короче, меч каролинский короткий и налетает на тебя, пытаясь тебя... 10 ли? 10. В смысле, 10? 10 Нет. попаданием. Нет. Сесострис легко отводит в сторону такой. Да, и, кстати, твой меч касается его меча нормально. Все еще слишком медленно. Не, ну тут как бы он же старик все-таки. Ну да. Твой ход. Окей. Атака. 18. Да, попал. Отлично. Хочет защититься призрачным щитом, но понимаешь, у него его нету. Так, я бью, знаешь, вот, то есть перехватываю и бью его, короче, гарды на 4 урона. Угу. Издает просто яростный вопль, делает, как будто проворачивает как-то меч, пытаясь финтовать, начиная справа, ударяя, потом в итоге слева. 20 много. Угу. Ты получаешь 10 урона. В обход Эрника. Дэрник учитывается. Знаешь, Сесострис так, немножко принимает на себя удар, и вот в этот момент, когда он бьет, иллюзия рассеивается, такая змея, я делаю ему poison спрей прямо в лицо. Хорошо, что он дексу кидает? Да. Как жаль, что призраки иммунны к пойзону. Попадает, но он ничего вообще не делает. Окей, после этого Вот, и потом быстро испаряется. как бы я подныриваю и готовлюсь к его атаке. Хорошо, он обрушивает на тебя шквал ударов. Угу. Один точно попал, второй тоже точно попал. Он наносит тебе 20 слэшинг урона, 2 атаки по 10, если. Угу. И говорит тебе, сдавайся, змей. Это было неплохо. Неплохо.
Много попал. Ну, там 19 Всё, на хорошо, досе. хорошо. как бы. 10. Сумма. Видно, что он выглядит намного лучше тебя. Он своей свободной рукой пытается холодным Кстати, касанием. Second win. Окей. Пытается холодным касанием, короче, дотянуться до твоего черепа. Constitution save. Кирилл, ты не забывай то, что это первый бой из 3, так что ты тут не торопись тратить сразу и second win. Сколько? Ну, натуральный единица. Рэми начинает аплодировать. Старичок-то не промах. Босс, вы там в порядке? 20 некротик. В обходерник, естественно, же некротик. Ну, я такой, все. Он неплох. Как бы, вы показались мне, что она на вас женилась только по расчету и не любил вас никогда. 5. Но дрались вы отлично. 5. Надо было всего лишь отпинать Сесостриса. Тебе нравится Сесостриса? Нет, это был хорош. Я жду до конца. Хорошо. Сука, он потом выровняет их. Выходит следующий лорд. Говорит: Это как Уильям или Мэтью? Уильям, я женился на ней, когда ей было где-то 20, наверное. Я сейчас не особо помню. Я ее радовал дорогими подарками. И я всегда, все время, когда я находился в замке, я проводил с ней. У нас были такие качественные ночи вместе, говорит он. Это все? И? Ну, давайте драться. Серьезно? Ну, да. А для меня вот эта вот история, она все-таки звучит слишком... Сама решаешь, на самом деле. Жанна изменилась. 20 натурально. Окей, хорошо. Так, в общем, Сесострис резко со скоростью змеи бросается, потому что, ну, как бы он проиграл старику, это нормально. Ну, в смысле, не старику. Старик Он опытный. Опытный дядька. Ты проиграл коллеге. А этому молодому щеглу я не проиграю. В общем, 8, 11, 12 урона. Сходу. Видно, что у него начинает дрипать, да, потихонечку по капельке, короче, как-то плазма стекать. Ты видишь, как он сжимает свои призрачные зубы, благо они друг через друга не проходят. Вот. Он делает шаг назад, у тебя есть апорта. 14 плюс 6, 20. Угу. Попадаешь? Что за проскиты? 5 урона. Удар приходится ровно туда же, в плечо, Угу. но тем не менее он отходит, исчезает где-то в одной из немагических стен. Знаете, на где-то секунду-две какая-то тишина, может что-нибудь сказать, сделать, там, я не знаю. Будто он сбежал, что ли. Ну я делал радиэкшн. Дамьен просто смотрит, поворачивается к третьему. Ваша история? Да-да-да, следующий. Этот уже вышел. Вы слышите с хорошей такой реверберацией лошадиное ржание. Я сказал. Радиэкшн на удар, когда он появится. Вот. Да, удар причем с буминблейдом. Он с длинным копьем вылетает из стены, летит прям в Сесостриса, делает свою атаку, потом он делает свою. Окей, Сесострис резко, знаешь, скидывает из нижней позиции в верхнюю позицию меч, знаешь, такой дребезжащий. Блин, как плохо кинул. Ну, 12. А это не попадает по нему. Ну, он на лошади, я думаю, Сесострис этого не ожидал. А сколько? 15. 15. 15 попадает. Ну, держи буминблейд. 9. И на нем буминблейд. Шевельнется, получит урон. И да, он ранен. Ты победил. Растворяется. Копье, и конь растворяется. Если бы он в тебя попал, то там, короче, было бы довольно много урона. Возможно, вы хороши в постельных делах, но как воин. 1. 1. 2. 3. Жанны все одинаковые. Все говно. Все средненькие. Выходит Мэтью. Мэтью выглядит меланхолично, он такого среднего возраста, немножко такой, как будто он расстроен всей этой ситуацией. Он говорит: когда я женился на Элеоноре, она уже потеряла второго мужа. Честно говоря, было столько грусти в ее глазах, было столько тоски, печали, уныния, что я просто ее оставлял в покое. Ей это было так надо. Ей было намного лучше без меня, говорит он. А почему вы на ней женились? Политик. А вы сами из какого рода? Болонь. Я вижу, вы очень расстроены.
Я так понимаю, у вас было не очень много собственных земель, раз вы женились на Старой деве. уже женщине, которая женилась уже несколько раз и при этом не имела, скажем так, очень уж обширного предания или уж очень уж высокого титула. Ну, это мало чего вообще в принципе было, говорит он. Время было такое. Я умер в осаде, пытаясь вернуть замок своего деда. Ну, единственное, чем могу вас утешить, то, что сейчас оно все равно все под короной Франции. Это меня не особо утешает. Может быть, мы не будем сражаться, как вы... Да, это бессмысленно, говорит он. Ну, Вся эта бравада, говорит. вы оказались умнее остальных. Голосуй. Ну, я поставлю ему 4 балла, потому что он жалкий. Жанна? Но он действительно жалкий. Да. Сколько? 4. 4. Он реально надожался на Куниц. Мотофе. 1. 1. Ты не любишь жалких. Что, Дамьен, что ты Дамьен скажешь? просто Я не буду пока говорить результаты. Дамьен, смотря на Мэтью, задает ему просто еще один вопрос. Если вас это все настолько не интересует, то зачем вообще в этом споре участвуете? Да, вы бы уже упокоились давно. Как будто это мой выбор. Это А. ее выбор. Это проклятие. То есть она хотела... Это ее выбор, говорит он. Я не знаю, что она хотела, но я знаю, что она хочет этого. Чтобы вы участвовали в этом Мстительная, споре? довольно мстительная женщина, говорит он. Ага. Тогда Можно поменять на пятерочку ему? Да. Тогда почему вы просто слишком не жалко. отдали победу двум остальным? Потому что этот спор нам самим не разрешить. Только кто-то другой может это сделать. Слушай, это прям ведьма, ее надо грохнуть. Ясно. Вы замечали за вашей женой что-то странное в те времена? Я знаю, что после моей и других смерти она обратилась к черной магии, говорит он. Oh, for fuck's sake. Кто-то ей настолько насолил. И это не был кто-либо из нас. Но при этом вам почему-то все равно досталось. C'est la vie. Может, она просто мужчин не любит? Точно ведьма, точно сжечь. Но сжигать мы не будем, конечно, мы ее разоплатим. Я не думаю, что сжечь ее в принципе возможно. Да. Магическим пламенем. Баллы. Давай, почет. 3 первому, 3 второму, 5 последнему, потому что единственный дал ценную информацию. Ну и по вашему общему ощущению, Готфри выигрывает на 1 балл у Мэтью, первого и третьего. Нойс. Вы ему это заявляете? Да. Ну да. Вы самое сильное звено. Собственно, победил Готрик Хайнауский. Он прожил достойную жизнь, был уже достойным мужем и достойным воином. Еще он был первым. Да, еще он был первым, поэтому поздравляем. Так говорите все вы? Спрашивает он. Это наш консенсус. Да, это общий подсчет баллов. Утешительное второе место Да, занимает Мэтью. достается Мэтью. Уильям, вы интересный человек. Ну, Вы Прощайте. погибли в каком именно бою? Знаю, морское сражение, сарацины напали на них у берега Палестины. Я скажу вам так. Вы достойны женщины получше. Может быть, вам вообще женщина не нужна? Фиолетовая вспышка, знаете, такие, как будто дождик из центра, и они сами разлетаются на такие фиолетовые угольки. Падает заклинание со стены. Угу. Стена сама тоже резко падает. На вас идут 2 стилета и одни оживленные доспехи. Дамьен поначалу было мрачно вздыхает, когда понимает, что тебя растворяется. Сейчас буду убивать. Поворачивается к стене, видит оттуда идущий скелет. А! Вот ведь вы настырные. Смотрит на нее, как она высокомерно от него отворачивается, и высокомерно отворачивается от нее. Зевс хранит нас. Есть одна проблема. Мы же купили осла, ребят. Полностью осушает ваш бюджет. Включая личный. Но мы будем это профессионалы, мы делать. уверены в себе. И мы все сделаем.